Привет всем! В этом видео хочу рассказать немного о своем опыте и, может быть, дать советы тем, кто едет в первый раз. Это был необычный опыт, было очень интересно, было очень много впечатлений и на мой страх и риск. Я никогда не хотела ехать в Америку, у меня никогда не было таких мыслей, но на тот момент я училась еще в колледже, и моя подруга как-то подтолкнула мне такую идею, сказала, что вот я хочу поехать, давай поедем вместе. Ну, я как-то подумала и шутку ответила, что ну давай, почему нет. И в итоге мы начали собирать документы и на самом деле собирались ехать вместе. Потом еще один парень, который учился вместе со мной, но на курс младше, он тоже узнал, что я еду, и сказал, что вот я ничего не знаю, у меня английский слабоватый, давай поедем вместе, если ты не против. И мы должны были поехать втроем. Значит, мы собрали все документы и поехали в посольство получать визу. Я получила визу, тот парень, Рома его звали, он тоже получил визу, а девочка, третья, которая должна была с нами ехать, моя подруга, она не получила. То есть получается так, что мы должны были поехать вместе, все втроем, и была ее идея, но вот так получилось, что она визу не получила. Для того, чтобы поехать в Америку, нам нужно было предоставить job offer, это рабочий договор, и его должны были подтвердить. Но нам это рабочее предложение делала моя подруга тоже, которая живет в Америке. Она туда поехала также по work and travel и там осталась. И вот она сделала нам эти липовые рабочие договора и сказала, что если кто-то позвонит и будут проверять, что настоящий или не настоящий, мы подтвердим. Так и получилось. Договор подтвердили, разговаривая с другими людьми, с подругами, со знакомыми. Я почему-то захотела поехать не туда, откуда мне подруга прислала джоб-оффер. Это был Висконсин-Делс, маленький-маленький городочек, но туристический, очень зеленый, очень красивый, все организовано, специально все для туристов. Но почему-то мне захотелось поехать в Калифорнию, в Pacific Park, работать там. По слухам и по рассказам мне показалось это очень интересно и легко. Вот мы приедем, найдем там жилье, найдем работу, все интересно, все замечательно, работаешь, тебе деньги платят. Купили мы билеты в самолет, все документы были готовы, собрали чемоданы и вот поехали. Билет у нас был из Екатеринбурга до Нью-Йорка, а из Нью-Йорка мы уже должны были брать сменный билет до пункта назначения. Ну, конечно, турагентство, оно не проверяет, как мы едем, что мы едем, проверяет, чтобы все документы были в наличии, билеты, чтобы были куплены, и проверяет вот job offer, чтобы был действительный, был настоящий. Прилетели мы в Нью-Йорк, жилья, конечно, у нас не было, с жильем мы должны были договориться уже на месте. Спросили у девушек, которые продают билеты там же в аэропорту, что вот нам хотелось бы поехать в Pacific Park, в Калифорнию, и есть ли билеты, сколько стоят. Так как у нас было с собой, не помню, где-то приблизительно $500-700 на человека, это чтобы хватило за проживание первый месяц, за питание. Не первый месяц, это первые зарплаты, вот первые 2 недели. Мы очень много экономили, и поэтому, когда мы спрашивали, есть ли билеты, мы, конечно же, хотели купить дешевле. И получилось так, что в этот же день билетов не было дешевых, и нам пришлось ждать около 12 часов. Мы остались в аэропорту, там погуляли, ждали, почитали книги. Я брала с собой словарь английского, что-то пыталась выучить, что-то пыталась запомнить. На тот момент мой английский был тоже не очень хороший, а у моего друга, у Ромы, еще хуже, честное слово. Вот, и, значит, дождались мы своего рейса, прилетели мы в Калифорнию, прилетели ночью, и нужно было остаться где-то на ночь в отеле, в мотеле, ночевать. И вот мы спрашивали в аэропорту у женщины, которая там работает, как нам вот остаться, где остаться, если она знает, как может помочь. В общем, она куда-то звонила и сказала, что вот вы выходите на улицу, там автобус, номер такой-то, такой-то, он
идет до гостиницы, где вы можете остаться на ночь. Конечно, за деньги все оплачивается, за свои собственные и своего собственного кармана. Мы нашли этот автобус, все в стрессе, тяжело, конечно. Добрались до этого отеля, заплатили, остались на ночь. Первое, что я помню, я когда проснулась утром, вышла на балкон и увидела пальмы. Честное слово, первый раз в моей жизни я увидела настоящие живые пальмы, потому что на Урале у нас пальмы не растут. И только все по фильмам, и за границу я никогда не ездила, на юг никогда не ездила. И поэтому это было мое первое путешествие, и очень ответственное, и очень необычное. Родители, конечно, меня отпускали, волновались, вот. Но дело-то не в этом. Значит, приехали мы, эти пальмы, все интересно. До 11 часов нам нужно было покинуть отель и решать, куда мы поедем дальше. Мы собрали чемоданы, вышли на улицу, все на английском. Во-первых, было очень жарко, и мы не знали, куда идти. Никаких надписей, где аэропорт, где чего, вообще просто не было. И пошли мы по дороге, и думали, что как у кого спросить. И подъезжает к нам один дядечка на джипе, очень элегантно одетый, в костюме, на черном джипе, и как в боевиках, как-то стало жутко. И спрашивает, куда мы идем, что нам нужно, зачем мы вообще здесь. И я пыталась как-то объяснить, вообще страшно, на самом деле страшно. И ты с чемоданом здесь, не знаешь куда чего, и тебе вроде нужна помощь, но брать помощь от человека совершенно незнакомого, да еще и подозрительного, было страшно. Ну, в общем, как-то мы с ним договорились, рассказали на ломаном английском, кое-как, он вроде нас понял, что мы приехали, что мы вот по Work and Travel, и, не знаю, нам нужно добраться до Pacific Park, нужно добраться туда. И он сказал, что давайте я вам помогу. Ну, как-то вот на свой страх и риск мы согласились. Он погрузил наши чемоданы в машину, мы сели. Он нас довез до Subway, это метро, наземное метро. Мы ему дали свои деньги, он купил нам билеты, сказал, что вот поднимайтесь, вот туда-то едет, значит, все будет хорошо. Ехали мы в Subway, может быть остановок 5 примерно, вышли на улицу. И смотрим, что, может быть, здесь останемся, может быть, не останемся. Смотрим по сторонам, как, что. И очень много мексиканцев. И я так поняла, что мы просто вышли в мексиканском районе. Негры и мексиканцы. Коренных американцев не было вообще. Улицы грязноватые, улицы узкие. Везде кафешки мексиканцы, естественно, ресторанчики. Решили не оставаться. Сели на другой Subway по той же линии, доехали до последней остановки, до океана. Прошли буквально несколько метров, нам открылся вид, прекрасный вид, океан. Буквально вот несколько 50 метров от Subway и уже океан, побережье. Красиво, интересно, необычно. Первый раз в жизни видишь океан. Нам, конечно, нужно было место в отеле и уже искать работу, искать жилье. Пришли мы в этот отель, тоже первый попавшийся, работает мексиканка на приеме. И вот мы ей рассказываем, что нам нужен номер, за номер мы заплатили за 3 дня. Завтраки были включены, деньги мы экономили вообще просто вот по-страшному экономили. Кушали мы один раз утром и, может быть, что-то вечером, что-то могли себе позволить, например, какие-то фрукты или еще что-то. Прямо все по минимуму. И весь день, вот в течение 3 дней, мы провели в поиске. Мы вставали в 8, 8:30 завтрак уже включен, завтракали и потом шли искать работу. Прям вот по всем магазинчикам, по всем кафешкам спрашивали, не нужны ли вам работники. Мы вот приехали. Вот. И точно так же искали агентства, которые предоставляют жилье, которые помогают найти жилье или помогают найти тех людей, которые сдают в аренду. 3 дня, значит, мы искали, ничего не нашли. С нашим знанием английского в рестораны и в кафешки не брали, а жилье нам предоставить не могли, потому что если ты живешь в Америке, если ты хочешь снимать жилье в аренду не через знакомых, а вот через агентство, нужна карточка, которая называется Social Security Card. Это карта с личным номером, который выдается на всю жизнь, номер не меняется. Но таковой карты у нас не было,
И мы ее, конечно, не могли сделать, потому что не устроились на работу. И жилье мы не смогли найти. Мы нашли одно агентство, и через это агентство нам тетечка сказала, что вот у вас нету этой карты, я не могу вам предоставить. Вообще жилье было, но без соответствующих документов мы не могли его снять. После 3 дней изнурительных, бесконечных поисках работы и жилья рассказали женщине, которая работала в отеле на 1-м этаже на приеме, рассказали нашу ситуацию, что и как. Она нас выслушала, сказала, что, может быть, я вам смогу помочь, дайте мне время. Она позвонила своим знакомым, позвонила родственникам, и в этот же день буквально она нам сообщила, что у нее есть родственник какой-то, который может нам помочь с жильем и, возможно, с работой. Встретились с этим человеком, его звали Пабло, он работал гитаристом в каких-то пабах, ресторанах, неважно. И он сказал, что у него мама сдает в аренду свое жилье, она там не живет, конечно, маленькая квартирка-студия, $600 за месяц она берет оплату, а у нас на тот момент с собой было 700, и уже, конечно, меньше после 3 дней, минимум питания, оплаты за отель, и оплаты за Subway и прочие расходы. Но в складчину мы, конечно, могли подумать, что, может быть, мы снимем жилье, но на тот момент не было работы, и опять же все договаривалось через агентство, потому что у него был контракт в агентстве на аренду жилья. В общем, мы подумали, что тяжело, если мы отдадим сейчас деньги за аренду, у нас совсем не останется, и если мы не найдем работу, мы просто не сможем там выжить. Прожили мы в отеле неделю искали, и просто не смогли больше потом там жить, и разговаривали с этим Пабло. Он нам сказал, что давайте вы можете пожить у меня пару дней, может быть, что-то вы найдете. Значит, мы согласились, конечно, потому что уже выхода не было. Согласились, приехали к нему. Он жил один в 2-комнатной квартире, мы жили у него, тоже искали работу и думали, что нам делать. Первый день, когда мы там остались, он предложил нам поехать в ночной клуб. В ночных клубах я вообще в жизни никогда не была, ни у нас в России, нигде, мне это не надо, мне это не интересно. Но он сказал, что там вы хотя бы посмотрите, что да как, это VIP-клуб, туда ходит элита города. И мы согласились, что ну давай посмотрим. Приехали, нас провели. На самом деле было очень интересно. Девушки в длинных платьях, конечно, все на каблуках и накрашенные, в дорогих украшениях, бассейн на крыше, очень интересно, очень красиво. Значит, мы приехали, посмотрели, он нас привез на своей машине, посмотрели, как все интересно, сделали фотографии с неграми, потому что для нас это была экзотика. В общем, прошло буквально полчаса, мы захотели обратно домой, уставшие, сонные, голодные. Он сказал, ну хорошо, раз так вы хотите, значит, он отвез нас домой и вернулся в свой клуб. Дома мы поговорили с Ромкой, как нам что делать, и решили позвонить девочке, которая нам делала джоб-оффер в Висконсин. Значит, мы ей позвонили, она нас обругала, сказала, что вот вы такие нехорошие, такие-сякие, значит, я вам сделала рабочий договор, я вас здесь жду. Она, конечно, рассчитывала, что мы приедем, она нас встретит, поможет нам с жильем и поможет найти работу. Мы, конечно, этого не знали, и мне хотелось приключений, хотелось почему-то работать в Пасифик-парке. Это парк аттракционов. Учитывая обстоятельства, что у нас деньги таяли на глазах, что жить было негде, и с работой неизвестно, как было все получилось, решили поехать к ней. На следующий день, когда вернулся из клуба хозяин дома, мы рассказали, что вот так и так мы решили уехать. Конечно, он сказал, это ваше решение, купил нам билеты, мы ему отдали наличные, и он нас подвез до аэропорта, и, значит, мы улетели. Прилетели мы в Висконсин-Деллс, девочка нас это встретила, приехали мы опять же ночью, она нам оставила свой дом, сказала, я останусь у своего парня, вот вам, пожалуйста, делайте, что хотите, и объяснила, куда пойти и где спрашивать работу. Утром проснулись, пошли искать работу по тем местам, куда она сказала. В принципе, Висконсин-Деллс это очень маленький городок, там одна главная улица, Арбат, где все магазины, все кафешки. Мы нашли там работу, каждая из нас по 2 работы. Конечно, приключение было интересное, необычное. Что было потом, если кому интересно, я расскажу.
Хочу дать немножко советов тем, кто едет в первый раз в Америку по той же программе для студентов Work and Travel. Лучше делать рабочие договоры через агентство, в которое вы едете, предоставляет вам рабочий договор. Вы его, конечно, покупаете, вы за него платите. В моем случае то количество денег, которое мне выделили родители, было ограничено на тот момент. И я, конечно, хотела сохранить все по минимуму и как можно больше взять с собой в дорогу, чтобы мне хватило на первое время на свои расходы, на квартиру, за питание и прочее, до первой зарплаты. Поэтому, если вы едете через агентство, и многие работодатели не предоставляют жилья, но предоставляют рабочий договор. То есть, если вы поедете первый раз, вы ничего не будете знать, вы совершенно вот как в новом мире на самом деле. Новые люди окружают, незнакомый язык, кому-то и знакомый, но тяжелый, когда ты находишься в этой ситуации, когда тебя окружают на самом деле люди и газеты, и телевидение, и все на другом языке, это немножко по-другому, чем когда ты учишь его в школе или учишь на курсах, все по-другому. И люди другие, и общество другое, обычаи другие, традиции другие, все другое. Поэтому лучше рабочий договор покупать в агентстве. Когда у вас будет job offer, лучше связаться с работодателем, у которого вы будете работать, связаться по контакту, по скайпу или по имейлу и договориться о проживании. Либо вы сами будете искать, либо вам работодатель будет помогать, либо, может быть, вы куда-то едете и у вас есть знакомые, которые смогут вам помочь. Лучше об этом договориться заранее. Вот, допустим, вы уже договорились с работодателем, контактировали, договорились о жилье, приехали, и вот у вас уже есть первая работа по джоб-офферу, по контракту, официальная. При желании можно уже искать другую работу, вторую работу. Это может быть любая работа с любым количеством часов. Количество часов в неделю варьируется от 20 примерно, 25 часов, 30, 35 и 40. Не больше 40 часов по закону, по американскому закону. А если вы работаете больше 40 часов, это время, которое вы работаете сверхурочно, называется overtime, вы, конечно, будете получать больше зарплаты за него. На первое время я, конечно, советую, это мое личное мнение, из моего личного опыта, советую соглашаться на любую работу. Может быть, это работа горничными, может быть, работа в отеле, уборщицами, может быть, в ресторане официантами, если у вас хороший английский, где-то посуду мыть, где-то убираться, где-то чистить. Неважно, какая работа будет, примерно платить будут везде одинаково. Если что, вы официантами работаете, вам еще будут чаевые платить. В этом, конечно, плюс, в этом больше зарплата. Но, опять же, если у вас хороший английский, если вас возьмут. А вообще, на первое время, для первого раза в Америке, если вы поедете, конечно, соглашаться можно и желательно на любую работу. Оплачиваться она в любом случае будет. Ну и, конечно, потом, когда вы уже соберете достаточное количество денег, когда вы отработаете на 2 работах или на одной по желанию за 3 месяца. И что делают многие? Многие очень используют то оставшееся время, примерно с середины августа, с конца августа до 15 сентября, это по закону, примерно, на путешествие, что предусмотрено программой. В принципе, это work and travel, работа и путешествие. Зарабатываешь, а потом можешь тратить как хочешь. Большинство, половину денег забирает с собой домой, и остатки уже тратят на путешествие. Можно также взять машину в аренду. Конечно, если вам есть 25 лет, если вам исполнилось 25, то машину вы можете взять. Если вам нет 25, можете попросить знакомых. За то время, пока вы работаете, у вас будет очень много друзей, очень много тех, кто будет вас поддерживать, понимать, с кем вы будете веселиться, с кем вы будете проводить время. Конечно, найдете тех, кто может помочь. Ну и, конечно, можно попутешествовать на машине в близлежащие города, достопримечательности. Можно путешествовать на автобусе, точно так же взять билет и поехать куда-нибудь посмотреть. Ну вот, я думаю, рассказала, в принципе, все основное. И если что-то я упустила, если что-то вас интересует, например, что такое Social Security Card, или какие-то другие вопросы, о чем я не рассказала в видео, спрашивайте, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!